Всем привет! Сегодня у нас урок по работе с комбайном Эббо-Комбо, и мы будем приглашать к себе в друзья предложенных Фейсбуком друзей, а также совместим этот режим инвайта с инвайтом подготовки новых аккаунтов. Был уже урок, вы его смотрели, по подготовке новых аккаунтов, где мы задавали список друзей с нужным нам гео. Это мы делали для того, чтобы у нас сформировался Фейсбуком нужный нам список людей из определенных городов. Например, мы там задавали, как вы помните, друзей с Нью-Йорка, да, и у нас формировал Facebook после нескольких дней работы формирует список предложенных, в котором большая часть людей из Нью-Йорка. Что нам надо для работы в данном режиме? Сейчас вам покажу, а потом мы сделаем. Мы выбираем приглашение предложенных. В данном режиме нам надо будет сделать список нужных нам геолокаций, если мы хотим по географии. Если мы хотим приглашать всех подряд, то выберем просто всех подряд. Если мы хотим, например, сделать, чтобы у нас были одни женщины, мы можем сделать фильтр имен, настроить. Например, создать список, где будут одни женские имена, и тогда комбайн будет приглашать только женщин. Только женщин. Либо, гляньте, фильтры еще какие есть. Только кириллистические имена, только латиница, только кириллица и латиница. Это чтобы не приглашало тех, у кого, например, китайские или какие-либо имена с иероглифами. Черный список имен, белый список имен и черный список имен плюс белый список имен. Мы сейчас с вами настроим простейший режим, когда мы имена, фильтр имен не будем задействовать. Наверное, этому фильтру надо будет посвятить отдельный урок. Вот. Но все равно объясню. Дальше нам надо будет сделать блэклист, если мы хотим, чтобы все аккаунты приглашали уникальных только людей, чтобы не повторялись. Но на первых порах я думаю, что блэклист не нужен. Но если мы захотим, мы всегда можем сделать. Затем нам надо будет указать, что аккаунт должен отвечать Фейсбуку на вопрос, знаешь ли ты этого человека. То есть подтвердить, либо отказаться от приглашения. Количество предупреждений, то есть вот таких вот, знаете ли вы этого человека, например, вот 5, если мы укажем 5 раз, программа спросит, и после этого остановится работа. И сколько раз в день запускать. Ну, давайте сейчас мы подготовим нужные нам списки. Нам нужен список географии, на это прошу обратить тоже отдельное внимание. Проверяется в программе по тому, как это выглядит в Фейсбуке. Вот смотрите, мы сейчас откроем Facebook. Сейчас, секунду, включу английский язык. Какой нам нужен список географии? Откуда брать географические названия? Вот смотрите, мы можем зайти на любого человека, да, на этого. Смотрим, у нее есть география или нет.
написано Донецк, Украина. Мы можем добавить, например, либо Украина, тогда будут всех с Украины приглашать. То есть мы делаем список, смотрите, создаем список географий, геолист, добавить список. Ну, давайте вот по Украине будем. Это для примера, а так мы работаем здесь Нью-Йорк, там у меня просто Нью-Йорк написанный. Ну, для примера геолист Украина. Добавили и добавляем сюда. Смотрите, если мы добавляем Украина, то у всех аккаунтов, у которых будет в профиле написано, что прям вот таким вот способом написано Украина, всех будет приглашать. Если нам более узкая аудитория, нужна, мы можем либо вот так вот написать, либо вот так вот написать. То есть это у нас будут только с Донецка, например, приглашаться люди. Если нам нужен Нью-Йорк, как вот я говорил, да, вот у нас есть список Нью-Йорк, вот в нем есть надпись Нью-Йорк, хотя полностью надпись выглядит вот так, но тут нам разницы никакой, мы можем указать только вот часть этого названия. Можем полностью, как удобно, то есть как вы это захотите. Все, создали список, это список географий. Дальше создаем, если нам нужны имена. Если нам нужны имена, то мы создаем список имен, в нем пишем имена людей, не целиком, а вот так вот, например, Вася отдельно, Ветров отдельно, следующий отдельно. Это имена, фамилия будет проверять на совпадение комбайн. Если совпадает, то в отличие от белый список или черный, то есть будет отказ от инвайта или соглашение с инвайтом. Но этот режим больше нужен именно для того, чтобы приглашать людей по полу, дополнительно фильтровать. То есть если мы просто аудиторию собираем, то нам без разницы. То есть можно поставить имена все или там только латинские, только на латинице. Если мы хотим приглашать, например, только женщин, то мы должны собрать список женских имен, Ирина, Ольга, Наталья, и тогда будет комбайн приглашать в друзья только Ирин, Натальи или Ольга. Создали список и настраиваем уже режим. Сейчас я освобожу все аккаунты, чтобы у нас занятых не было. Выбираем аккаунты, которые у нас будут заниматься инвайтом. Добавляем задачу. Приглашение предложенных. В первом режиме устанавливаем наш лимит, это настраиваем логин, как обычно, устанавливаем максимум инвайтов, которые за сутки аккаунт может сделать.
Этот сейчас тоже расскажу, мы к нему сейчас чуть попозже вернемся, пока вот приглашение, первое действие, приглашение предложенных стоит, я поставлю активирую. И вот настройка режима. Количество инвайтов за один запуск за сутки. То есть в течение суток режим может запуститься несколько раз. Мы ставим, например, 20 людей пригласить за один запуск. Пауза. Сколько между приглашениями пройдет времени в секундах. Вот здесь стоит от 5 до 10 секунд между приглашениями. Можно больше, можно меньше. Каждый для себя свои лимиты подбирает. Список географий. Вот, как мы сказали, Нью-Йорк, да, у нас мы будем с Нью-Йорка приглашать. У кого в профиле написано, что человек с Нью-Йорка, он будет приглашаться. Только такие люди. Имена фильтров мы решили пока не ставить, но можем поставить латиницей, например, да, чтобы не было, например, пускай живущих в Нью-Йорке, но имеющих в имени иероглифы или кириллистические буквы. Список имен blacklist, whitelist, это будет отдельным уроком, у нас объясню. Но суть какая, если мы поставим blacklist, это если встретится имя, которое в блэк-листе, значит инвайт производиться не будет такого человека. Либо если мы укажем whitelist имен, то только в том случае, если есть в списке имя этого человека, тогда он приглашаться будет. Используя глобальный blacklist, мы можем создать черный список, то есть это куда будут собираться, кого уже аккаунты приглашали, чтобы другие аккаунты не приглашали одинаковых людей. Но на самом начале работы рекомендую без блэк-листа, потом уже, когда будет друзей 100, 200, 300, уже поставить блэк-лист, чтобы аудитория собиралась уникальная на аккаунтах, когда аккаунты уже будут сильные. Подтвердить или отказаться от инвайта, когда Facebook спрашивает, знаете ли вы этого человека. Давайте поставим подтвердить. И таких предупреждений 5 раз. То есть 5 раз, если Facebook такое выдаст, то у нас будет отказ. То есть аккаунт закончит работу и только в следующий раз работать будет. Ну и сколько раз в день, как обычно, сколько раз в день запускать данный режим. Пускай вот ставим 5, активируем, и можно запускать в работу. Обновляем шаблон в Zeno постере, чтобы быстрее, чтобы не ждать, когда появится приглашение, можно просто перезапустить, и тогда будет всегда актуальная версия шаблона в Zeno постере. И все, и запускаем, как обычно, ставим -1, сколько делать, потоков, сколько у вас позволяет ваш компьютер, и начинается работа. Смотрите, немножко расскажу о том, как совместить режимы. Например, мы только аккаунты запустили, на каких-то уже предложенные нужные нам люди с нужной географией есть, а на каких-то аккаунтах с нужной географией людей нет. Поэтому лучше всего совместить два режима. Первый режим — это подготовка новых аккаунтов, подготовка новорегов. И второй режим — вот это вот приглашение предложенных. То есть, если в предложке у нас нет нужных людей, тогда у нас аккаунт начнет приглашать как новорег, то есть, чтобы пока не сформируется список нужных нам предложенных людей. Что для этого нам надо? Сейчас выбираем аккаунты, которые у нас будут такой инвайт делать. Нажимаем добавить задачи, настраиваем логин, глобальные настройки инвайт. Это у нас они сами по себе включатся. Если надо, ну, как обычно в работе, форм
кук, форму интересов можем поставить. Но сейчас я это вставлять не буду, я покажу прокачка новорегов и приглашение предложенных. Включаем эти два режима, добавляем задачу в логине. Опять же, то есть вот у нас там 150 максимум инвайтов в сутки можно делать, все это настроено. Вот смотрите, настройки инвайта. Первым действием, видите, мы делаем приглашение предложенных. То есть сначала аккаунт попытается найти нужных нам людей с нужным гео в предложенных. Если он не найдет в предложенных нужным нам людей, то перейдет на прокачку с новорегов. Здесь можно стоп поставить. На прокачку новорегов. Вот этот режим, прокачка новых аккаунтов, прокачка новорегов, он сделанный для того, чтобы именно сформировать нужную нам аудиторию, в предложенных. Чтобы у нас, например, вот если мы работаем с Нью-Йорком, чтобы у нас там большинство было людей с Нью-Йорка, чтобы мы могли приглашать только тех, кто нам нужен. Нажимаем Activate. Вот, прокачка новорегов у нас мы делали в уроке предыдущих. ID USA, Geo, Нью-Йорк, да, что приглашал нью-йоркцев. Сколько делать? Пауза. Confirm Cancel, как и было. Количество предупреждений. Activate. И инвайт уже предложенных. Тоже, смотрите, Geo, Нью-Йорк. Приглашать 20. Пауза. Имена. Всех. Все. Activate. И у нас получается сейчас здесь, вот видите, 3 задачи. То есть логин. Потом попытка, чтобы аккаунты попытались приглашать предложенных фейсбуком людей. Если в списке предложенных нет тех, кто нам нужен, то переключается на подготовку новых аккаунтов. И все, ставим, как обычно, -1, сколько делать максимум потоков, и запускаем. Режим готов. Начинает работать, он будет работать, как мы указали, сколько раз в сутки, то есть это можно поставить на неделю, на 2, на месяц. Эти режимы, они будут инвайтить каждый день нужное нам количество людей. И потом мы будем смотреть уже в панели, сколько людей у нас пригласилось, смотреть, если мало добавилось, смотреть, какие ошибки могут быть на аккаунтах, может аккаунты плохо оформлены или еще что-то. Если идет нормальный инвайт, значит будем инвайтить дальше. Вот такой вот режим приглашения из предложенных. Всем желаю удачной работы. И как обычно, если что-то непонятное, если что-то не получается, вы всегда пишите мне в Telegram, в техподдержку. Все расскажу, все подскажу. Ничего сложного нет. Удачи в работе.